Вот знаете, когда китайцы делают кронштейны, они делают неплохие кронштейны, я не буду ничего говорить. Но у меня был вопрос всегда, а где же, допустим, наши украинские кронштейны? Вот это вот сейчас вы видите украинский кронштейн. Мы все технические его характеристики, конечно же, потом посмотрим. Мы все сделаем именно по красоте, замонтируем. Теперь смотрите, что у нас здесь. Смотрите, какая красота. Это кронштейн конкретно украинского производства. Не какая-то там не заказанный кронштейн в Китае, расфасованный здесь. Нет, он производится в Украине. Вы посмотрите на вот этот вот металл. То есть, когда ты стучишь по металлу китайского кронштейна, он звенит. Здесь конкретно глухой толстый металл. А теперь давайте так. Он от 24 до 55 дюймов, до 30 килограмм. Это, кстати, кронштейн от компании ATG. Модель мы сейчас все обсудим, не переживайте. Ссылка, кстати, в описании под видео. И видите, даже инструкция крафтовая, как вот эти, знаете, нам в кафе заходишь, там любители вот этой healthy food, крафтовые эти. Ну да ладно, слушайте, вы думаете. Вот у него там от 24 до 55 дюймов до 30 килограмм. Смотрите. Если вы думаете, что я сейчас не вешу, смотрите на мои пальцы, то есть я реально на нем подвис. Тут скорее, блин, я аж продавился, смотри, как-то больно. Я реально на нем провис. Я не знал, что я вешу 30 килограмм, очень приятно, кстати, компания ATG, спасибо. Но, в общем-то, я здесь прикрепил ТВ-бокс пока что на резинке, здесь можно закрепить его именно, допустим, стяжками черненькими, да, закрепили, классно. То, что он вперед регулируется, назад наклоны, то, что он по всем уровням свободы, он подходит для крепления, допустим, из угла, да, то есть вы можете его разворачивать как хотите, там как-нибудь разворачивать, менять. Уже столкнулись с телеком, что уграем, ну, главное, чтобы кронштейн целый был. Но вот это вот кабель менеджмент, вот это просто гениально. Это гениально. Пацаны, гениально. Смотрите, наконец-то, в отличие от китайцев, которые делают просто какую-то пластиковую скобу, они сделали, смотрите, вот так вот два внутренних, а вот здесь вот видно, раз внутренний, два канала. Потом для более тонких 3, 4, это для толстых, 4, 5, 6. И здесь 7 для очень толстых, а здесь можно вообще очень-очень тонкий еще протянуть, если вдруг надо. Да? То есть вот это вот классно. И вы, когда его уже установили, отрегулировали, поставили, а теперь еще дальше удивляйтесь. Вам не нужна куча винтов для того, чтобы его закрепить на весокреплениях. Вам она просто не нужна. Здесь замочки на пружинках. Вот они, замочки на пружинках. Вы оттянули. А ну, придержи кронштейн. Нет, сам кронштейн. Или вот сам кронштейн держи. А вот, смотри, раз оттянули, и у вас вот так вот он, допустим, одевается, да? Вы взяли, одели, оттянули и закрепили. Все, это весь крепеж. И он при этом ни хрена не люфтит. Не люфтит. Короче, ребят, мы сейчас, конечно же, пойдем его распакуем. Не, я хочу, чтобы его было видно, потому что такую красоту прятать. Мы его сейчас пойдем распакуем. Посмотрим, сколько стоит. Посмотрим на характеристики. Потом соберем. И, конечно же, я уже потом вам на собранном покажу, и как вешается телевизор, и какие моменты тут есть. В общем-то, на канале Технозон кронштейны украинской компании ATG, именно конкретное наше производство, которое достойно быть во всех, скажем так, маркетах не только Украины, наверное, еще и Европы, мира. В общем-то, я горжусь, когда Украина готовит, что делает что-то такое действительно крутое. Поэтому на канале Технозон поехали. Ну что, сделано в Украине. Основные хайлайты: веса от 75 до 75 на 75 до 300 на 200, от 24 до 55 дюймов, 5-10 градусов угол наклона и, конечно же, 180 углы поворота до 30 килограмм и расстояние от стены 74-700 миллиметров. Конечно же, он наклонный в разные стороны. Давайте открывать. Смотрите сразу. Опа! В отличие от китайцев, в Украине делают очень классные коробочки. Смотрите, упаковочка.
Инструкция. Ну, тут инструкция, она предельно интуитивно понятная. Тут, в принципе, даже обсуждать нечего. Тут написано, что нам необходимо. Да, нам необходимы инструменты, уровень там вверху. Видите, у нас есть надписи, что нам необходимо для крепления. И есть расписан весь комплект. Поэтому давайте уже открывать. Знаете, что это такое? Вот это вот такое нестандартное весокрепление. Смотрите, с таким вот фиксатором на пружине. Это очень классная тема. На самом деле, давайте откроем. О, достали. Смотрите. Прям прикол. Хорошо. Дальше. Коробочки. Открываем один, открываем другой. Здесь должны быть крепления веса. Здесь все возможные весокрепления с проставками. Это немаловажный аспект. Смотрите, как проставки сделаны. Китайцы обычно это все в пакеты фасуют, да? Если ты открыл, это как конструктор в старые времена. Вообще отлично. Так, теперь, смотрите, крепление. Прям все подписали. Красавцы. Ладно, приятно. Дюбели и сами по себе крепления. За это плюс. Сама по себе подставка кронштейн. Пам, коробочка улетела. Смотрите, что сразу бросается в глаза. Я ее, конечно же, уже доставал, тестировал чуть-чуть. Могу вам сказать честно. Сразу бросается в глаза вот эти вот гениальные решения. Ну, лисичка показывает. Смотрите, вот это вот кабель менеджмент. Под разную толщину провода. Есть сверху мелкие, видите, есть большие. Можно протянуть сюда, можно протянуть сюда. Это прям гениально, они еще и перемещаются. Теперь посмотрите на металл. Вот на вот этот металл. Это вам не Китай. Это не Китай. Это конкретно металлический кронштейн. При этом такой, ну, блин, прям металлический. Посмотрите на свободу его разворота. Раз. Смотрите. Два. Вот так вот. А здесь у нас, смотрите, есть вот винты. Сейчас. Винты, которые позволяют нам углы. Смотрите, менять. О. То есть мы можем раз, угол вверх, угол вниз. То есть вот эти вот 5-10%. Но я вам хочу сказать, я бы вот эти вот винтики, да, вот эти вот, видите, здесь пластиковая. Но это пластиковая вставка вот на винте, на металлическом. Покажи, пожалуйста. То есть я боюсь, что при сильной затяге кто-то вот с дуру, как я обычно крутит, может вот этот пластик сломать. Я бы его сделал бы, например, каким-нибудь силуминовым. Но это такая уже, это чисто мои такие заморочки. Теперь дальше. Как крепится веса? Вот это крепится на телек, одевается и фиксируется вот таким вот образом. Все. Одна. Вторая. Немного люфтит, потому что не под нагрузкой, да, сейчас на текущий момент. Но когда телек повесится, конечно же, ничего там уже люфтить не будет. Теперь дальше еще один момент. Сейчас покажу. Смотрите, он подходит для угловых креплений. То есть из-за того, что он практически универсален, вы можете в угол закрепить, повесить телевизор прямо с угловым креплением. Как в одну, так и в другую сторону. Поняли? У вас какой вынос? Большой. А вынос действительно огромный. Смотрите. Ладно, я предлагаю пойти посмотреть, сколько он стоит. Именно на официальный сайт производителя в Украине, там и контакты есть. И, конечно же, потом замонтировать и потом посмотреть уже на функционал на нагруженном телевизоре. Так что переходим. Итак, крепление ТВ ATG W2455RB. Поворотно-наклонное от 24 до 55 дюймов. Хорошо, и веса поддерживает 75 на 75, 300 на 200. А подожди, стоп. Сейчас по весу надо отдельно смотреть. Давайте описание. Описания пока нет. Знаете, что сразу бросается в глаза? Комплектность. Есть дюбели, но это мы уже с вами видели на распаковке. Мне вот эти вот оранжевые крепления кабелей, это просто гениально. Я вам серьезно говорю. После того, как я их посмотрел воочию, это просто гениально. По сравнению с тем, что делает Китай, да, обыкновенные скобы, то здесь это прям вот продумали. Но мы еще когда замонтируем с вами, мы, конечно же, проверим его на качество исполнения. Потому что... Мы пройдемся по характеристикам. Смотрите, диагональ, которая поддерживается 24-55 дюймов, плюс 5, минус 10 градусов, 180 градусов угол поворота и, конечно же, 74 миллиметра минимальное расстояние от стены. И 700 миллиметров у нас вынос. Нифига себе. Максимальный вес 30 килограмм.
Теперь настенный ATG бренд Украина производитель. А вот это интересно. Гарантия 5 лет. Ребята, 5 лет гарантии. Но это еще не все. А вы знаете, что при изучении этого кронштейна, знаете, что мы нашли? Смотрите, оказывается, так как оно производится в Украине, то на все есть сертификаты. Крепежные материалы, вернее, сертификаты соответствия, да, и все эти выводы, да, там, санэпидемстанции и всего остального. Крепежные материалы, даже крепежные материалы метизы производятся в Украине. Гофрокартон, сертификат качества. Пластик, сертификат соответствия. Краска, ребята, здесь все, и гофрокартон. На все есть сертификаты. То есть устройство максимально безопасное, нетоксичное, произведено в Украине. Я, честно говоря, вообще очень был удивлен. Ну что, посмотрели? Ссылки в описании под видео, как и контакты производителя. В общем-то, давайте переходим уже собирать. Ну что, дошло до крепежа именно веса, да? То есть это может выглядеть в зависимости от вашего телевизора именно таким вот образом. Видите, здесь у меня максимальный вес для 43 дюйма и вот таким вот образом с двух сторон. Теперь, для чего, какие винты использовать? Вы просто подбираете винт по диаметру, который здесь сюда становится. Вот у нас с первого раза стал один винтик, да? Для чего нужны проставки пластиковые? Я вам сейчас показываю. Смотрите, если, допустим, у вас здесь бывает такое, что оно выпуклое и крепление, то здесь ставится, она немножко выпуклая, ставится проставка. Либо они бывают на разных уровнях, или утопленные. Вот здесь вот по-хорошему внутрь можно вот эту пластиковую проставку поставить, если не хотите, чтобы прикасалась к телевизору. Допустим, сюда проставка, внутрь вот пластиковая, видите, она залазит полностью. То есть вот таким вот образом. Смотрите, я выломал, смотрите, вот так вот ставится проставка внутрь. Видите? Но это не всегда необходимо, не на всех телевизорах это таким образом делается. Здесь мы сделаем, потому что здесь эти проставки конкретно четко подходят под веса, да, то есть таким вот образом. Хорошо, это мы сейчас демонтируем. Пошлите, покажу сейчас по кронштейну. Пошли сюда. Это наш тестовый стенд на кронштейне. Мы закрепили на 2, потому что телевизор у нас всего лишь 43. Но при этом я могу сказать, есть огромное плюс. Смотрите, вот покажи. Огромное количество различных вариантов креплений. Вы можете 2 сверху, вы можете законтрить 2 снизу. Вы можете разносить, видите, вы можете конфигурировать крепление как хотите. То есть оно очень универсальное. Теперь по своей функциональности. Поворот 180 градусов, да. Теперь надо колено сломать. Вот таким вот образом можете сделать. Где-то он за мебелью может быть, а здесь телевизор торчать. Либо угловое, как мы уже говорили. Вы можете его задвинуть полностью, и будет у вас вот здесь вот телевизор. Можете выдвинуть, и будет у вас здесь телевизор. Вот эти крепления, вот эти вот кабель-каналы, кабель-менеджмент, он передвижной. Выставили, зафиксировали, все отлично. Слушайте, ну на самом деле это прям вот топ. Это прям топ, с учетом того, что он именно крепкий, это чистый металл, на любую сторону сделали, вынесли, разнесли, смотрите. То есть это очень хорошо. И сколько мы его не тестировали, он отлично работает. Теперь посмотрите конструкцию внутри. Это не то, что они закрепили здесь винтами. Здесь один шток длинный, вот такой вот длинный винт. То есть эта конструкция цельная. Это очень немаловажный аспект, потому что китайцы, например, не любят так делать, они экономят, они ставят короткий здесь, у них получается такая фигня потом. Все, ребят, давайте сейчас закрепим уже телевизор, подзакрепим весокрепление, повесим и будем смотреть, что получится. Смотрите, там уже висит ТВ-бокс, я подготовил, потому что сейчас мы ТВ-бокс тоже закрепим. Как это одевается? Это очень просто. То есть я, когда начинал с этим работать, у меня были сомнения. О, а это защелкнулось уже, да? Да. О, все, смотрите. Щелк-щелк. И он вообще на этом посадочном месте вообще не люфтит. Это круто.
Это круто, мать его. Это китайцы, надо винтов прикрутить, потом километр закручивать этих контрвинтов, да? А здесь нет. Здесь просто вам достаточно потянуть. За это огромный плюс. Теперь, смотрите, нам нужно отрегулировать угол, да? Отрегулировать угол. Открутили 2 барашка, придерживаем. 2 барашка открутили. О, выставили угол. Смотрите. Видите? Все очень-очень просто. И барашек раз один, раз второй. Все. Он по углу, мы его чуть-чуть вверх приподняли. Вот нам надо так, допустим. Теперь смотрите, как это легко и свободно вместе с телевизором перемещается. Надо вот так к стене, надо так. Надо, сложили вот таким вот образом, смотрите. Раз, два, все. Покажи с той стороны, как это прилипает к... Видишь, как складывается. Супер. Теперь дальше. Давай на эту сторону. Кабель менеджмент. За кабель менеджмент это вообще отдельное спасибо. Это прям гениальное решение. Смотрите, то есть вы взяли. Кабель менеджмент обычно настраивается уже, когда вы настроили полностью, уже выставили в то положение, вставили. Здесь под разные типы есть кабель менеджмента. Есть. Теперь ТВ-бокс есть куда прикрепить? Да, пожалуйста, взяли стяжечки и прикрепили. У меня просто резинки, я пока сюда ничего не креплю. Резиночками просто закрепил для того, чтобы вам тестово показать, как это будет выглядеть. Теперь смотрите, HDMI-чик, чтобы он не колыхался, да, тут каким-то образом, мы тоже сюда заводим и подключаем в телевизор. Подключили. По идее, в идеале ТВ-бокс с стяжками сюда стянули. Он у вас не мешает функциональности. Теперь дальше, смотрите, ТВ-бокс протянули сюда питание. И все вывели уже туда, куда вам нужно. При том, что этот кабель менеджмент ни в коем случае не мешает никакой функциональности. Немножко сделали припуск на перемещение, чтобы оно у вас чуть-чуть свободно было, какие-то зазоры. Но при этом вы эти кабели вообще не будете видеть ни при каком раскладе. Просто. Вот, смотрите. Сложили, их видно. Ну, то есть, кроме того, что здесь вы, например, там пропустите какой-то, либо заведете за него розетки, либо они у вас там уже есть. Таким вот образом это обычно делается. Это обалденное решение. Вот на самом деле, вот этот вот кронштейн, он крепкий. Он... Стена, скорее всего, вывалится. Сколько килограмм было задекларировано? Во мне там ни хрена себе. Слушай, наша спарена, короче, я в шоке. Я его не могу сломать, ничего, я его погнуть не могу. Понятное дело, что если я полностью там уже навалюсь, то что-то да отвалит, но далеко не... Телевизор отвалит или кусок стены, скорее всего. Ребят, могу рекомендовать. Украинский производитель, настоящий металл. И это не то, что там OEM в Китае. Правильно, хорошо проработанные инновационные технологии, вот эти вот скрепления, вот этот хороший кабель менеджмент. Ребят, очень классная тема, очень рекомендую. Ссылки в описании под видео, один из лучших крепежей. Я бы хотел бы, чтобы он продавался везде. Я думаю, что этот продукт достоин для того, чтобы продаваться за рубежом. Ссылки на производителя в описании под видео. Контакты производителя тоже в описании под видео. Я думаю, что это вот очень достойно. Это однозначно не то, что не хуже, чем китайские производители, а на порядок лучше. Вот просто на порядок лучше. Я рекомендую. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.